Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. Спорим, почти каждый из вас слышал про Стоунхендж. Огромные каменные глыбы стоят посередине поля в Англии, над предназначением которых бьются великие мы уже не первую сотню лет. А вот кто из вас слышал про урочище Бальчикова 3? Чего, блин? Думаю, немногие. А ведь по своей исторической ценности это тоже очень интересное место, которое появилось примерно 2500 лет назад. И оно находится не в горном Алтае, где мы уже привыкли к курганам, а в Алтайском крае. Итак, урочище Бальчикова 3. Оно же археологический комплекс Царский курган, находится в 4 километрах от села Селентек, Чарышского района Алтайского края. Он расположен в долине реки Сентелек, недалеко от ее впадения в Чарыш. Это наиболее крупный и зрелищный из курганов пазырыкского времени, которые в большом количестве также обнаружены в республике Алтай. Курган имеет необычно большой размер, его диаметр равен почти 26 метрам, при высоте до 2 метров. Такие крупные курганы встречаются очень редко, поэтому их называют царскими. По мнению специалистов, это захоронение вождя племени. Необычно Сентелецкого царского кургана состоит в том, что только здесь, в отличие от других курганов Алтая, под толстым слоем земли сохранилось обводное кольцо из плит размерами 1 и 1,5 метра. Также присутствует внутреннее кольцо и вереница из 19 каменных стел. Стелы установлены строго в одну линию через равное расстояние в 320 сантиметров. Их высота постепенно увеличивается по мере удаления от кургана. Самая дальняя стела имеет высоту около 4,5 метров и является самой высокой в Центральной Азии. В результате раскопок, проводившихся в этом месте впервые на Алтае, было доказано, что строительством этого сооружения, возводившегося в течение нескольких лет, руководили жрецы. Вместе с тем, царский курган, вероятно, служил и древней обсерваторией, с помощью которой наблюдали за движением звезд, Солнца, Луны и планет. Здесь впервые на Алтае был выявлен факт умышленного заваливания стел, которое, очевидно, происходило с целью осквернения кургана. Помимо человеческих усилий, для этого использовалась тяговая сила, что позволило в одном случае даже переломить мощную каменную стелу у основания. Изучение и частичная музификация кургана предпринималась в 1990-е годы и в начале 2000-х. Данный комплекс, несмотря на ограбленность и другие разрушения, сохранил ряд важных конструктивных особенностей. Кроме него выявлены и раскапывались объекты других эпох. Собраны разные сведения историографического плана, а также зафиксированы местные легенды, привлекающие внимание краеведов и туристов. В 2017 году была проведена магнитометрическая съемка части памятника для детального изучения его планиграфии и демонстрации специфики погребально-поминального комплекса, основу которого составляет Царский курган. Для такой работы использовался аэромагнитный комплекс с высокочастотным магнитометром на базе легкого беспилотного летательного аппарата. Полученные результаты накладывались на доступный снимок из космоса, а также сравнивались с имеющимся планом тахеометрической наземной фиксации и другими данными. Они позволяют наметить продолжение такой работы на большой территории. Царский курган – это археологический памятник, который бесспорно стоит посетить всем, кто интересуется стариной. Он является единственным полностью расчищенным памятником такого типа на Алтае и представляет собой очень зрелищный информационный объект. Сверток с дороги в направлении кургана не отмечен указателем. После свертка следует пересечь мост через реку Сентелек и двигаться на север вверх по течению реки. Расстояние от Бийска примерно 325 километров. Вот GPS-координаты, а также они будут в описании под видео. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравится узнавать что-то новое. Ну а если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.